Добрый день, мои любимые леди. Доброго времени суток. Меня зовут Луна. Я рада вас приветствовать на своем канале Таро и Леди. На канале я делаю расклады и расклады с коррекцией, если это необходимо. Карты Таро в моих руках не просто инструмент предсказания и советов, что тоже есть, и расклад можно просто смотреть без коррекции, но и в моих руках Таро как инструмент убирает препятствия, которые показал расклад карт Таро. Убирает то, что не по судьбе, то, что от злых людей, от зависти, от жадности. Так что в конце каждого расклада, если это необходимо, мы делаем коррекцию на канале. И она убирает тот негатив, который присутствует, показал расклад карт Таро. И давайте сегодня сделаем расклад карт Таро. На самом деле ли она мне подруга? Да? Давайте посмотрим вначале сигнификацию, чтобы вы понимали, ваш это расклад или не ваш. Да? Итак, покажи мне мою леди. Какая у меня сегодня леди? Кто она? Ну, возможно, это буквально знак зодиака Близнецы. Но я скажу, это сегодня у нас девушка, леди, женщина, которая или находится в такой ситуации, что не знает, что выбрать, или увидела какое-то двуличие по отношению к ней, или просто человек, который сейчас находится в такой шаткой ситуации, то есть она как на качельках катается и очень хочет найти себе подобного человека и от этого поддержку человека. Еще мне покажи. Ну, скорее всего, у этой женщины, у вас есть ребенок, или вы хотите этого ребенка, и вы просто его обожаете. Вот просто до безумия. Вот просто мой сладкий круассанчик, мой сладкий пончик. Ну, вот такая супер мама у нас сегодня. Или в будущем очень хотите ребенка. Это ваша заветная цель. Ну, живете вы так, что, в принципе, ну, во всяком случае, это так выглядит, что вам могут позавидовать. То есть уже какой-то базис у вас есть, основа есть, есть дом, жилье, в котором вам комфортно, да, в котором вы чувствуете себя защищенной, чувствуете себя счастливой. Так, и покажите мне ту подругу, которую вы хотите узнать. На самом деле ли она ваша подруга? Что можно ожидать от нее? Ну, это какая-то такая девушка, скажем так, за словом в карман не лезет. Вот может сладенько съесть любого, так что платьечко вот будет в крови. Такая
Кровожадной это не назовешь, но такая, что за словом в карман не лезет. Но она мечтает еще только построить свой дом, это ее мечты. Ну или тот, она, ну, может, у нее есть какой-то дом, но он еще не стал ее мечтой. Или она ждет еще мужчину, или мужчины сейчас у нее нету. Ну, нет у нее гармонии в доме, в отношениях. Как-то так. Ну и скрывается она. Это не истинное ее лицо, к сожалению. Да, вот маску она носит постоянно. Вот такой у нас сегодня расклад. И теперь давайте посмотрим. Вы понимаете, о какой подруге я говорю. Вы понимаете, ваш ли этот расклад. Если не ваш, найдите другой, посмотрите. Смотрим, что она сейчас, что карты про нее сейчас важного хотят рассказать вам. Но если буквально над чем-то очень сильным, скажем так, взбешена и хочет что-то сделать, ну, такое воинственно настроенное к вам. Это от ссоры до какой-то подлости. Что-то сейчас такое происходит. Еще это все подкрепить тем, что это все во благо вам. Вот просто она святой человек. Вот прям инквизиция, да, давайте сожжем ведьму на костре, будем самыми добрыми. Как-то так. Очень много эмоций это все вызывает. То есть прямо вот всплеск эмоций, что-то в вас ее, ну, вызвало вот просто сумасшедший всплеск эмоций. Что же ее так взбесило? На какой-то общей вы виделись встрече, где был еще кто-то, кроме нее, или кто-то из друзей ваших нашептал что-то ей о вас, или она нашептала. То есть тут еще дальше все пошло. Ну, не так и просто, потому что люди знают, что вы, ну, вот карта Солнца выпадает, вы очень хороший человек. Да, копать под хорошего человека можно, но сложно и очень подло. То есть вы для нее что-то делали очень часто, что-то хорошее. То есть она как бы импульсивно сейчас совершенно поступает. Она хочет вас изолировать. Она хочет, чтобы вы стали таким вот отшельником. То есть, чтобы вас брать из общества. Почему-то она может от этого получить какой-то доход. Может быть, не буквально денежный, но ей почему-то это очень выгодно. Тут еще какой-то мужчина замешан. Какой-то мужчина, который вызывает много эмоций. Может быть, у вас, может, у нее из-за этого это все происходит. Но она вот буквально хочет жертву из вас сделать.
переложить какие-то свои проблемы из-за мужчины, вот буквально на вас. Ну, карты говорят, надо защищать себя. Так, а покажите мне, пожалуйста, а что она думает о вас? Реально, что она думает о вас? Ой, ну вы у нее как-то с какого-то момента прям стали как головной болью. Вот что-то вот, ну вот навязчивые у нее какие-то мысли. Вот прям вы вызываете, ну вот когда она думает о вас, у нее прям депрессия начинается. Ну, выпадает карта смерти. Ну, я, конечно, не думаю, что она вам желает смерти, буквально. Но она хочет окончания какого-то процесса. Чтобы вы что-то перестали делать. Карта ученика. Или, ну, может быть, ученика, может быть, ребенок ваш. Что-то вы делаете для ребенка, и ее это бесит. Как это не банально звучит. Да, вы что-то начали делать сейчас для ребенка. Вот в ближайшее время или начали, или планируете, а она хочет, чтобы этого не было. Ну, гипотетически, конечно, это может быть, если вы начали учиться чему-то, и она не хочет этого, но больше похоже на вашего ребенка. Деньги вы туда в ребенка будете вкладывать, и ей почему-то вот прям вот, я не знаю, ну какой-то маразм в ее голове. Что ей до ваших денег она имела? Неужели она имела какие-то на них, или вы ей не дали, а вложили в ребенка? И вот это ее прям взбесило. Какой совет карт? Как вам поступить в этой ситуации с таким человеком? С такой подругой, скажу больше. Говорит, забудьте про нее. Пускай она заснет, как в коме, если буквально карту говорить. Берегите деньги. Не давайте ей деньги. Карты об этом говорят. Вы правильно делаете, что охраняете свои деньги. Они вам не так легко даются. Вот очень нелегко. Чтобы не быть потом разбитой. То есть потом будет предательство. Не послушаете. Вот то состояние, в котором вы окажетесь. Благодаря этой же подруге. Возьмите ситуацию в свои руки. Вот станьте императором. Если она ваша подруга, она оклемается и придет. А сейчас берегите вот то, что вы, над чем вы работали, куда вы хотели вложиться, в детей или это, ждите, будет хороший урожай. Так, ну, ситуация понятна. Давайте тут, конечно, убирать, я не знаю сколько. Но давайте хоть что-то уберем, да, чтобы вот таких подруги вот на вас так не сильно сказывались. Так, ну, занесенный меч убираем. То, что она вам там рассказывает или показывает, или думает, что она для вас
ну вот прям иерофант, да, вот святая. Давайте уберем. Сильно много эмоций в этом раскладе тоже не надо. Давайте оставим вот дружбу, солнце, отшельник, то, что она хочет вас изолировать, уберем. Оставим то, что вы с деньгами. Вам помогает какой-то мужчина, эмоционально помогает, или это ваш мужчина, который вас любит. Уберем, что из вас хотят сделать жертву. Оставим, что вы можете защищаться. Так, окончание ситуации. Давайте оставим, что вы помогаете своему ребенку. У него все получается, ну или ваше обучение. У него все получается. Денег у вас на это достаточно. Голова у нее пускай болит, но не об этом. Оставим деньги. То, что вы, ну вот как львица, охраняете свое. Оставим. Ну, то, что деньги вам тяжело даются, давайте, тоже пускай лучше даются. И то, что вы император в своей жизни, сами решаете. И то, что вы сидите и ждете плоды от того, что задумали. Вот все препятствия, которые нам показал расклад карт Таро. Что у нас вышло? Друзья, знакомые знают, что вы хорошая женщина, у вас все хорошо, мужчина какой-то вас поддерживает, дети ваши учатся, то, что они начали, на что вы им дали деньги, идет впрок, вы их защищаете, кто как не мать, и ждете результатов. Так, давайте теперь сделаем коррекцию. Вот все препятствия, которые нам показал данный расклад карт Таро. Выводы вы сами сделали, да, как поступить в этой ситуации. Давайте смягчим, потому что, ну, вы знаете, хуже крысы только крыса, загнанная в угол, да. Потому если мы смягчим, ослабим ее, утихомирим ее, то она как-то видит это основной целью, то, естественно, будет лучше. Так. Ищем карту Верховного Суда. Все у нас, девочки, получится. Не переживаем. Вспоминаем силы вашего рода. Они все за вами, каждый из них желает счастья вам. И кто, как не они, как не высшие силы, вас поддержат. Так, сосредоточились. Обращаемся к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям. Пусть все хорошее беспрепятственно проявится в жизни у всех, кто это смотрит. Просим убрать все препятствия, которые показал расклад карт Таро. Просим, чтобы мечты сбывались, чтобы жизнь стала счастливой, чтобы вы любили и были любимыми, чтобы всегда были деньги, чтобы их всегда хватало. Убираем препятствия по Верховному суду. Если это не по судьбе, просим открыть новый путь. Да будет так. В комментариях пишем «да будет так», «спасибо, да будет так». У меня вот сейчас идет вопрос от вас. Зачем такая подруга, зачем мы ее чистим? Я скажу одной, мы сейчас посмотрим, убрали ли мы препятствия, одной фразы. Лучше плохой мир, чем победоносная война. Понятно? Лучше оставить ее максимально расположенной к вам хорошо, чем забыть, выкинуть, воевать с ней. Вот так. Давайте смотрим, удалось ли у нас убрать препятствия, которые показал данный расклад карт Таро. Ну, смотрите.
Но ограничили мы ее полностью. Видите? Не сможет она ни сплетни распространять, ни влиять на вас, ни настроение вам менять. А счастливы вы будете, у вас все хорошо. Прекрасно. Рада была вас видеть. Лайкайте, подписывайтесь. Ваша Луна.